Добрый вечер, уважаемые друзья. Начинаем наш вечерний лайв. Возможно, в этом формате, я имею в виду по четвергам геополитика, мы последний раз так делаем. Я уже хотел на этой неделе все поменять, но немножко задержится графический пакет. Интро, аутро, кто работал на телевидении, знает, в чем вопрос. Надеюсь, в следующей неделе у нас будет в среду новый проект и в четверг новый проект. В среду это будет передача, посвященная региональной тематике. Но я сейчас не буду разворачивать подробности. В понедельник или во вторник мы прямо подробно об этом, во вторник подробно об этом поговорим. А в четверг будет моя передача, и я надеюсь, это будет новый шаг в нашем телевидении, то есть я лично буду вести некоторые интервью. Не очень я хотел это, потому что я сам жанр интервью не очень люблю, но тем не менее надо, потому что год выборов, нужно слышать, чего они там говорят. И поскольку нормальных вопросов мало где задают нашим политикам, значит, кто-то должен на себя это взять. Хотя, знаете, начнем задавать нормальные вопросы, я имею в виду такие, неудобные, никто к нам ходить не будет. Есть и такая проблема. Посмотрим. Короче, об этом будем говорить в вторник, а пока геополитика в нашем стандартном обычном формате. Начнем мы с темы Ирано-израильского конфликта, потому что там пока все очень тревожно. Дело в том, что Израиль вроде как определился с целями. То есть появилась информация из израильских СМИ о том, что вроде как там прошло какое-то совещание, где они определились, куда они будут бить. Достоверных данных нет, потому что, знаете, тоже журналисты там, каждый типа великий инсайдер, но что на самом деле мы не знаем. Думаю, что ответ будет, потому что, это базовая доктрина Израиля, что на каждую угрозу еврейскому государству они отвечают, притом, как правило, отвечают асимметрично, больше, чем был сам удар. Поэтому должен быть какой-то жесткий очень ответ. Да, на территории Израиля практически не было никаких разрушений, не было пострадавших, но, тем не менее, атака была очень массированная. И если бы не активная помощь нескольких стран, плюс мощная система ПВО самого Израиля, разрушения могли быть колоссальные, потому что сотни дронов и ракет, это просто могло быть громадной катастрофой. Но, тем не менее, посмотрим, как они на это будут отвечать. Сейчас появилась информация в сети о том, что якобы запланирован удар по ядерным объектам в Иране. Это не исключено, то есть такое, да, действительно может на самом деле произойти, но я, если честно, в это не очень верю, потому что давайте представим себе ситуацию. Вот они поражают какие-то ядерные объекты, и происходит атомный взрыв на территории Ирана. На самом деле по прямой от границы Ирана до Израиля там что-то порядка 500 километров. То есть, это очень мало. Если ветер будет дуть в сторону Израиля, то это все к ним обратно и прилетит. Опять-таки, может быть очень резкое ухудшение отношений со всеми соседями. То есть, условно говоря, с той же Иорданией, которая еще ближе к Ирану, и которая сегодня, она, в общем-то, достаточно лояльно относится к Израилю, даже, можно сказать, почти по-дружески. По крайней мере, вот иорданские самолеты перехватывали то, что летело в сторону Израиля, эти дроны. Опять-таки, может быть, ухудшение из Саудовской Аравии, кстати, Сирия, которая, в общем-то, она так антиизраильски настроена, но там все-таки есть какие-то зоны, которые, скажем так, более-менее, там, курды и так далее, но после этого все уже повернутся против Израиля. Поэтому я в этот вариант очень мало верю. Да, я знаю, что уже и в Европе паника, что же там будет атомная война. Так, знаете, давайте будем циниками. Если произойдет ядерный взрыв в Иране, то до нас, до Молдовы, где-то 1500 километров. То есть это должен мощнейший ветер дуть с той стороны в нашу сторону напрямую, чтобы к нам это как-то прилетело. Если, конечно, идет речь про 1 или 2 там локальных атомных взрыва. Конечно, не дай бог. То есть я не говорю о том, что, мы рассматриваем такой плохой, циничный вариант. Западная Европа еще дальше. Поэтому, прямой угрозы нет. Но вот для самого Израиля, более вероятная угроза, учитывая, что они там в регионе находятся. Тем не менее, это все очень тревожно, и все-таки хочется надеяться, что не дойдет до этого. Тем более, что Иран заявил, что им известны все дислокации ядерных объектов Израиля, и они, если по ним будет нанесен такой удар, они готовы ответить в ту же минуту таким же ударом по ядерным объектам в Израиле. Но это еще хуже будет для Европы, потому что Израиль к нам гораздо ближе. Короче, тревожно, наблюдаем, надеемся, что все-таки не дойдет до такого. То есть, да, ответ какой-то будет, но чтобы он не был с такими последствиями,
прошу прощения, и для региона, для экологии, ну, вообще, это был бы очень плохой прецедент. Надеемся, что до этого не дойдет. Так, давайте перед тем, как к следующим новостям, посмотрим, кто сегодня с нами. С нами сегодня Тегина, Хартоп, Тицканы, Роверетто, Италия, Жмеринка, Рыбница, Рожкановка, Кишинев, Москва, Штефанводы, Мирана, Днепр, Сумы, Бубуеч, Кривой Рог, Майами, Ницца, Краматорск, Испания, Бричаны, Ровитто, Красноград, Калифорния, Старая Почта, Сочетень, Остин, Техас, Одесса, Рим, Ровно, Тирасполь, Амстердам, Телецентр, Болонья, Николаев, Вильнюс, Львов, Страшень, Таллин, Набережные Челны. Всех вас, друзья, приветствую. У нас, кстати, сегодня очередной рекорд. Мы, как говорится, знаете, ни дня без рекордов. У нас сегодня уже показывает... Сейчас я вам скажу точно... Короче, уже приближается к 1 200 000, там чуть-чуть остается 1 200 000 просмотров за 28 дней только на Ютубе. Прекрасный результат. Да, и, кстати, по подписчикам тоже у нас там было что-то хорошее. Я вам сейчас скажу. Да, у нас уже 18,5 тысяч. То есть я думаю, что до лета у нас будет 20 тысяч как минимум. Может быть и больше. Потому что мы набрали за 28 дней 2000 подписчиков. Так что, может быть, даже уже будет и 21 тысяча к лету. Вот так вот, благодаря вашим стараниям, потому что вы нас хорошо лайкаете, репостите, подписывайтесь на канал. А это, кстати, не шутка. Когда во время видео подписываются люди на канал, это увеличивает его раздачу видео с этого канала. Это все нам помогает. Ну и, конечно, нам очень помогает, когда вы нам пересылаете ваши донаты. Это прямо вот вообще конкретно помогает, потому что вы и есть наши спонсоры, наши хозяева, и благодаря вам мы можем продолжать свою работу и не зависеть ни от кого в молдавской политике. А давайте теперь будем разбирать дальше, что в международной политике происходит. По поводу России и гибридных угроз. Начнем мы с одного видео, которое, оно, знаете, немножко дает нам понимание о том, вообще, как вот один из аспектов российской пропаганды, как они сами себя пугают, и потом на полном серьезе сами начинают бояться того, что они сами себе придумали. Вот давайте посмотрим отрывок из одной их передачи. Для нас ясно одно. Все страны Европы входят в блок НАТО, который не только продолжает поставлять оружие Киеву, которым убивают российских солдат и гражданских, но и продолжает готовиться к войне с Россией. На границах с нашей страной, в частности в Литве, создается инфраструктура для войск НАТО. Сегодня в городке Шауляе Альянс обустроил новую базу. 30 лет назад там стояли советские войска. База в Шауляе уже третий подобный объект, который ввели в строй с начала года. Сообщается, что каждый военный городок имеет инфраструктуру для размещения батальона НАТО. Первый батальон в Литву отправился накануне. В данной ситуации они сами себя пугают тем, что вокруг враги, вокруг НАТО, НАТО наступает, и НАТО готовится к войне с Россией, они говорят. Прямо вот готовится очень серьезно. Но как? Подождите, ведь вы же говорили, что война... Ведь НАТО на вас напало 24 февраля 2022 года. Прямо вот взяло и резким движением, знаете, как вот борец на себя тянет противника за кимоно, так вот вас НАТО втянуло в Украину. Вы не хотели воевать, НАТО вас заставило. И вот сейчас НАТО еще хочет, наверное, хотят дальше вас втянуть в Европу, сделать так, чтобы как будто вы напали на Польшу или на Эстонию или на Молдову, может быть, не знаю, но вы не хотите воевать, но эти вот НАТО такие, они вас тянут прямо везде, тянут, и вы сопротивляетесь. Но как можно сопротивляться, когда у них везде военные базы, и они вас затягивают? Да, немножко это все, конечно, шизофренично звучит, но так они говорят, что я могу здесь добавить как бы или убавить. Из песни слов не выкинешь. Но вот что интересно, появилась информация о том, что Путин утвердил план гибридной войны с Западом. Цитата. «Все действия на западном направлении должны быть подчинены задаче формирования условий для отказа коллективного Запада от антироссийского курса и выхода на модель сосуществования, гарантирующую безопасность России и ее союзников». Это сказано в секретном документе МИДа Российской Федерации, которая формулирует направление работы в свете утверждения новой концепции внешней политики РФ. Фактически этот документ, его опубликовала газета The Washington Post, они получили это от одной из западных разведок. Так вот, там описывает направление гибридной войны, которую Россия ведет против стран Европы, США, условно говоря, Запада коллективного.
И там говорится, важно наладить механизм выявления уязвимых точек недружественных государств во внешней и внутренней политике с прицелом на выработку практических шагов по ослаблению противников России. Комплексное сдерживание недружественных стран должно осуществляться через наступательные информационные кампании. Война против Украины там рассматривается в этом документе как часть глобальной гибридной войны, которая должна привести к созданию мира, не основанного на гегемонии США. Далее еще цитата. «Исход специальной военной операции во многом определит очертания будущего миропорядка». Здесь, знаете, на самом деле, что самое страшное в этом документе? То, что они хотят добиться хорошего сосуществования с Западом через угрозы, агрессивное поведение, информационные специальные операции. То есть это говорит о том, что это просто невозможно, что, какое может быть нормально, это психология питерского гопника, который, он запугивает жертву, и когда тот испугался, он, теперь ты меня уважаешь. Опять-таки, это русская поговорка, это у них в менталитете. Боится, значит, уважает. И вот они внесли себе в доктрину, что надо всех запугать, всех задавить, и тогда мы с ними будем сосуществовать нормально. То есть понятно, что это невозможно, потому что чем больше они будут вести себя как гопники агрессивные, тем больше будет расти сопротивление Запада. И вот в репортаже, который он показал, то есть там понимают это на ТВ, они говорят, смотрите, со всех сторон подходят к нам базы НАТО. Почему? Интересно, почему? В 90-е годы НАТО уже хотели распустить, они базы сворачивали финансирование блока, то есть он практически был на грани распада в нулевые годы, и в начале нулевых хотели Россию пригласить, даже туда шли такие разговоры. И вдруг НАТО взбесилась, решила идти против такой же мирной России. Россия-то по-прежнему мирная. Напала там в 2008 или в 2009 на Грузию, напала на Украину, оккупировала территорию Крыма, оккупировала Донбасс. Так-то она все равно миролюбивая. А вот Запад, он злой такой, прямо смотрит там своими натовскими глазами на Россиюшку. Да. Но на самом деле это говорит о том, что вот эти бредни, которые в голове у Путина, они уже окончательно сформировались в некую идеологию, и из этого нет выхода. То есть они видят, что для того, чтобы к ним хорошо относились, им надо максимально плохо к себе расположить людей. Это невозможно, это понятно. То есть я буду сильнее бить какого-то человека, и тогда он меня будет больше любить. Да, по-русски так и говорят. Бьет, значит, любит. Вот они, знаете, как поговорки показывают глубину менталитета народа. На самом деле очень страшные мысли. Но эти планы по гибридной войне реализуются. И вот Евроактив опубликовали, что цитату: «Россия проникла во все политические группы в Европарламенте, включая партию европейских консерваторов и реформистов, поскольку россияне являются мастерами пропаганды». Это заявление бывшего премьер-министра Польши Матеуша Моровецкого. И да, это известный факт о том, что они активнейшим образом занимаются коррумпированием чиновников во всем мире, скупкой чиновников. Мы по Молдове это прекрасно знаем. Мы знаем этих людей, которых они купили с потрохами. И в Европе пытаются с этим бороться. А у нас в квартире газ. Да, понятно, что победить это явление очень тяжело, потому что коррупция — это, знаете, такой невидимый враг, который ходит себе какой-то политик. Даже, может быть, в молдавском парламенте сидит. Такой он весь из себя в галстуке, такой он рассуждает про патриотизм, он рассуждает о традициях, он рассуждает о том, что мы должны искать свой интерес и на Западе, и на Востоке, и что Россия наш стратегический партнер исторически. Но когда мы понимаем, что просто ему каждый месяц на счет капает какая-то очень кругленькая сумма, то мы понимаем, почему он это говорит. Потому что если бы эта сумма не капала, то он бы не говорил весь этот бред. Но проблема в том, что, я много раз об этом говорил, есть первый эшелон людей, которые работают за бабки, а есть этажом ниже те, которые полезные идиоты, которые, так и есть все. Вот молодец какой, смотрите, надо за него проголосовать. И плюс еще им там подкинуть что-то, этим людям какие-то подачки, и все. И реально может сложиться очень-очень нехорошая ситуация. И об этом говорю постоянно, потому что мы в год выборов, и все может быть. Так, давайте перед тем, как дальше, парочку вопросов. Так, была атакована РЛС дальнего обнаружения контейнер. Да, мы поговорим об этом, и про Джанкой поговорим, обо всем этом
Поговорим обязательно. Так, Андрей, а есть у вас хоть какая-то статистика? Какая статистика? Мне интересно, много ли русскоязычных граждан нашей страны смотрят и поддерживают АВА ТВ или большинство молдаване, так как я, например. Ну, у нас, я не могу определить национальность. То есть я могу, то есть, кстати, сейчас ради интереса я гляну. По-моему, где-то или в Фейсбуке, или в Ютубе показывает, какой основной язык используют эти люди. То есть как-то определяет программа. Сейчас я гляну, если это возможно. Самому стало интересно. Сейчас. Так. Нет, к сожалению. Он показывает, какие субтитры, но у нас большинство, 90% вообще не пользуются субтитрами, поэтому этого нет, к сожалению. Если я найду, где-то мне это попадалось, что, ну, по-моему, это в Фейсбуке. В Фейсбуке у нас сейчас не такая большая аудитория, и поэтому... Но знаете как, я думаю, что, наверное, все-таки русскоязычные большой процент смотрят, ну, кроме самых таких зомби отмороженных, которые... Я знаю, что мы у них вызываем прямо, ну, как чеснок на вампира, они, или как вампир на солнце. Они, знаете, когда смотрят наши передачи, у них начинает шипеть кожа, там пар из ушей валить, они прямо, наверное, даже некоторые распадаются просто, как на плесени, на липовый мед. Поэтому не знаю. Да, ладно, едем... Подождите, там еще был вопрос. Андрей, вам Роспропаганда с ее параллельной реальностью не напоминает Северную Корею, особенно когда СМИ КНДР сообщили, что сборная КНДР по футболу чемпион мира на чемпионате мира? Все больше и больше напоминает, потому что, знаете как, и это... Ну, это как бы объективно, потому что я изучаю эти процессы более чуть глубоко, с научной точки зрения, и пропаганду в том числе. И я понимаю, что это объективный процесс, то есть вот то, что делается в России, оно не может быть на одном уровне. Это должно обязательно прогрессировать, ну, в худшую сторону, развиваться. Поэтому, да, они в какой-то момент дойдут до каких-то более бредовых вещей, тоже будут рассказывать, что... Ну, на самом-то деле, они же рассказывали с первого дня войны, что они непрерывно побеждают, и что у них отрицательный взлет, обратное наступление и все такое. То есть это же уже происходило. Поэтому, на самом деле, да, и они идут в ту сторону. Еще новости из США. Честно говоря, да, кстати, давайте я прямо сейчас гляну, потому что буквально в любую минуту может произойти, я не знаю, когда там будет заседание Конгресса, но... уже подготовлены законопроекты, и, возможно, вот это в эти часы произойдет или чуть позже, потому что все-таки у нас разница там день-ночь. Сейчас есть один хороший канал, который... Нет, пока не появилась свежей информации. Дело в том, что в ближайшие часы, ну, максимум дни, сутки, будет вынесен на голосование вопрос о поддержке Украины. И спикер Джонсон, вот, который был проблемой, из-за чего это не произошло в конце прошлого года или в начале этого, он сообщил о том, что он готов, он полностью как бы, все, я решительно настроен вынести на голосование эти 60 миллиардов помощи от США. Несмотря на то, что ему угрожают импичментом, там это Марджори Тейлор Грин и Томас Месси, он сказал: послушайте, моя философия, вы делаете правильные вещи, а дальше будет, что будет. Сейчас, это я все цитирую его, сейчас критическое время на мировой арене. Я бы мог принять эгоистичное решение и сделать что-то другое, но я сделаю то, что считаю правильным. Я думаю, что представление Украине летальной помощи прямо сейчас критически важно. Я верю, что Си Цзиньпинь, Владимир Путин и Иран действительно являются осью зла. Это все его цитата. Я думаю, они координируют это все. Я думаю, что Путин продолжит маршировать по Европе, ну, то есть военным маршем, если и мы ему позволим. Я думаю, что он дальше может пойти на Балканы, ну, там имеется в виду страны Балтии, он оговорился, видимо. Я думаю, что он может вступить в конфронтацию с Польшей, которая союзница НАТО. И скажу прямо, я бы скорее отправил пули Украине, ну, для помощь, поддержку, чем американских солдат. И дальше он говорит, что там его сын сейчас учится на пилота военного, что, короче, он лучше поможет Украине, чтобы Украина победила Россию, чем притом придется все-таки Америке вмешиваться, когда они придут в Европу. И дальше он говорит, это не игра, это не шутка, мы не можем играть с этим в политику, мы должны сделать правильные вещи, и я возьму на себя личный риск, потому что нам нужно сделать правильные вещи, и история будет судить нас. Это очень хороший знак, и появился уже текст этого законопроекта,
законопроекта, вроде все-таки они делят. Отдельно будет пакет Израиль, отдельно Украина, отдельно Тайвань. И проект помощи Украине предусматривает выделение $61 миллиарда, включая средства на восполнение арсенала Пентагона, программы USAIA, замену и ремонт переданных ВСУ вооружений. И, кроме того, согласно этому законопроекту, Украине передадут наконец-то АТАКМС. АТАКМС — это ракеты для Хаймарса, которые бьют, там в разных есть модификации, от 300 до 500 километров. То есть это, это очень круто, это мега круто. То есть если их передадут в каком-то серьезном количестве, это гарантия 100%, что Крымского моста больше нет. Ну и также им предоставят кредиты. Помимо этих $61 миллиард, для Украины предусмотрен по этому проекту кредит на $7,85 миллиардов. Представляете себе, почти $70 миллиардов. Это очень-очень важно. Да, я пока не хочу говорить, потому что уже осенью мы говорили, что вот оно на следующей неделе должно, и так и должно было быть, но потом возникли разные обстоятельства и не получилось. Поэтому давайте так, я не буду сейчас говорить, что все решено, отлично, браво, ура, ура, ура. Нет. Я говорю вот как есть. Ожидается, вроде как все согласны, вроде как и республиканцы, и демократы говорят, что мы проголосуем, но вот когда проголосуют, тогда скажем: вау, отлично. И, возможно, в понедельник мы как раз с вами это будем уже разбирать в нашей геополитике в понедельник. Давайте теперь парочку новостей с войны. Очередное военное преступление России, которых уже бесконечное количество в этой войне, попали по центру города Чернигов, прямо в место рядом с больницей. И вот посмотрите кусочек видео, как это выглядело. Куда? Куда пошли? На улице осколками шарахнет. Ложіться! Самое страшное, знаете, в таких новостях, что каждый раз, когда я говорю, вот, например, вот у меня информация, число жертв ракетного удара по городу Чернигов, который был нанесен в среду, выросло до 18 человек. И, как правило, к сожалению, почти всегда мне потом пишут, там, через час, или вы же комментарии пишете потом еще несколько дней под каждым видео, и нет, уже 20 человек, уже 25, и, да, вот так вот получается каждый раз, поэтому я говорю цифру, которую я последнюю нашел в интернете, но, может быть, уже, к сожалению, и больше. Вы представляете себе, вот просто взяли и убили 18 человек. И да, конечно, не пойдут наши социалисты, шаристы и прочие всякие путинисты, рашисты к посольству Украины с цветочками, с игрушками детскими, потому что они ходят только к посольству своих хозяев. А сочувствовать мирным жителям Украины, которых Россия терроризирует 2,5 года, это не для них. Они своим симпатизируют, которые проводят этот террор. Очередное преступление, как я сказал, но знаете, вот хоть оно очередное, хоть это происходит почти каждую неделю что-то подобное, все равно мы будем каждый раз об этом говорить. Это очень важно, потому что не надо как-то абстрагироваться, дескать, где-то там война идет, что-то кого-то где-то убивают. Нет, об этом надо помнить постоянно, потому что это близко, это может произойти у нас завтра. И поэтому нам надо понимать, с чем мир борется и почему вот мы так переживаем, чтобы Украине дали помощь, почему Молдова должна помогать по мере возможности, хотя бы там, транзитом каких-то грузов, там еще как можем, потому что это общая защита цивилизации от вот этой вот бешеной орды, которая только хочет все уничтожать, и потому что у них доктрина, потому что у их шизанутого царя в голове скачут печенеги, и он решил, что вот так вот надо максимально давить на весь мир, чтобы все боялись, все уважали, и чтобы они думали, что раз он их бьет, значит, что он их любит. Все как у них там в домострое или там где в их этих книжках. Но давайте теперь к хорошим новостям. Сначала там, по-моему, есть вопросик. Сейчас, подождите. Так, это я ответил. Цитирую про кремлевский телеграм-канал.
Хорошая новость оттуда пришла. Ну, потом она подтвердилась всеми нормальными СМИ, но мне прямо, знаете, доставило удовольствие. Я первый прочел там. Ночной кошмар в Джанкой. Джанкой, кто забыл, это город в Крыму, оккупированный. Потеряны 4 вертолета и установка ПВО С-300. Минувшей ночью враг подло атаковал аэродром в Джанкое. К несчастью, все ракеты сбить не удалось. Предварительно известно, что полностью потеряны 3 вертолета и еще один, возможно, удастся восстановить. По нашей информации, продолжают они, потеряны 2 К-52, а также 2 Ми-28. Кроме того, известно о попадании по пусковой установке С-300. Она также потеряна. Потери личного состава уточняются. Это даже президент Зеленский прокомментировал, он сказал в своем вечернем обращении, поблагодарил украинских военных за точность во время проведения операции по поражению российского аэродрома в Джанкое, в аннексированном Крыму. По словам Зеленского, вооруженные силы Украины реализовали правильный удар по оккупантам в Джанкое, по аэродрому. Спасибо, воины, спасибо за вашу меткость, сказал президент Зеленский. И также поблагодарил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за организацию этой операции. Оккупанты должны терять, и каждая их потеря – это сила Украины, сказал президент Зеленский. Позже появились уточненные данные о потерях вследствие ночного удара по аэропорту Джанкой в Крыму. 4 пусковых установки ЗРК С-400. Это передовая российская система ПВО, которую я считаю чуть ли не самой лучшей. Так вот, ну, она как бы, это комплекс ПВО. То есть он имеет пусковые установки, имеет станции. Это, короче, это целый такой как комплекс. И вот представляете себе, эти 4 машины, которые вот имеют эти ракеты, они уничтожены. ЗРК С-400. Дорогущая, каждая из них миллионы. Плюс 3 радиолокационные станции. То есть этот аэродром... Кстати, тут возникает первый вопрос. Вообще-то, а почему они сами себя не защитили, эти вот ПВО? Почему ПВО было поражено с воздуха? Это что за такое ПВО? Ну, мы знаем, что это за ПВО. Это российское ПВО. Да, так вот, 3 радиолокационные станции. Плюс пункт управления. То есть весь комплекс уничтожен. Аппаратура наблюдения за воздушным пространством, фундамент М. Короче, все это... больше нет. Ну и 4 вертолета, как я и сказал. Но это еще не все. Еще прекрасная новость пришла из Брянской области, из России. Так вот, там они потеряли РЛС «Небо-У», которая контролировала небо в Украине на глубину 700 километров. Это очень сложная система. Я специально почитал, что это такое. Это, короче, она может видеть на 700 километров. Каким образом? То есть любые движущиеся в небе объекты, они каким-то образом там отражаются в ионосфере, она перехватывает этот сигнал, и поэтому вот на 700 километров видит все, что происходит в воздушном пространстве. То есть представляете, насколько это очень крутая, это советская разработка. И по данным источников в СБУ, комплекс помогал оккупантам выявлять украинские средства поражения и поддерживал бомбардировщики, которые вот атакуют сейчас постоянно Украину этими сверхтяжелыми бомбами, кабами. И это РЛС стоит 100 миллионов, их поразили дронами камикадзе, которые дешевые дроны, они уничтожили этот РЛС. Это уже второй такой комплекс, первый был уничтожен в Белгородской области. Помимо этого, недавно около оккупированного Бердянска также была поражена другая РЛС Каста-2Е2. Самое интересное, что эти системы, они все, это советские разработки. Более того, институты, которые их разрабатывали, давно уже закрыты. И технологии, заводы, которые их производили, то есть практически там уже производят давно что-то другое. То есть Россия фактически не сможет их восстановить. Чтобы им кто-то такое передал, я в это не могу поверить, потому что это слишком сложные технологии, и у китайцев наверняка что-то подобное есть, но они не будут давать, а у Ирана, у Северной Кореи вряд ли что-то это есть, и опять-таки, если у них что-то есть, это, скорее всего, то же самое советское, которое когда-то им продал Советский Союз, и оно на военном дежурстве, никто его не отдаст. Так что вот такие вот просто прекрасные новости. Но у меня есть для вас еще одна прекрасная новость, которая меня, честно говоря, самого приятно удивила. Я вам рассказывал много раз, что, в принципе, военная промышленность в Украине была развита еще со времен Советского Союза. Танковое производство, производство двигателей для ракет, для самолетов. И, в общем-то, они сейчас продолжают и изобретать, и разрабатывать. И вот сейчас украинские инженеры разработали новую подводную лодку, которая может и стрелять торпедами и может вести экипаж десантников. Она маленькая, компактная, достаточно быстрая. Вот посмотрите, как она выглядит.
Я уже когда приготовил для вас это видео, потом уже, ну прямо перед передачей, я увидел, что появилось уже видео испытания на воде этой подводной лодки. Ну, к сожалению, не успел. Ну, я думаю, вы можете найти в интернете, оно есть. Бронированное судно, небольшое, может вместить 10 пассажиров, и об этом рассказали в компании Highland System. Подводная лодка Kronos может двигаться без звука, со скоростью, то есть без звука, она, видимо, на электротяге, и, соответственно, ее очень тяжело или невозможно даже обнаружить средствами акваакустики. Движется со скоростью примерно 50 км в час и может нести с собой полезный груз взрывчатки, торпеды. Уже прошла испытания для использования в военных целях. Ну, видите, как у Украины просто нет вариантов, кроме как проявлять максимальную креативность, изобретательность. И ведь, по сути, Черное море сегодня Россия не контролирует. И это все произошло с помощью морских беспилотников, плюс ракеты, опять-таки, украинского производства «Нептун», которыми было потоплено уже большое количество российских кораблей, плюс удары с воздуха. И вот представьте себе, если у Украины сейчас появится флот из вот этих маленьких мини-подводных лодок, которые, я даже не представляю, чем их можно обнаружить. Вот представляете, подходит к кораблю такая лодка, выпускает по нему несколько торпед, и потом еще всплывают десантники и добивают там. Это, ну, действительно, это просто очень-очень интересно. И, возможно, знаете, я думаю, что будущее как раз, наверное, за такими технологиями, не за какими-то гигантскими этими вот там атомными подводными лодками там длиной в 500 метров, которые, ну, просто может не развернуться на месте. А вот такие вот компактные, быстрые, которые налетают, ударяют, и тем более для, в общем-то, страны, которая не претендует на господство в Мировом океане, а хотя бы контролирует свое Черное море и Азовское, это очень-очень будет кстати. Да, и, кстати, вот опять-таки про технологии украинские. Сегодня власти Татарстана заявили, что они сбили беспилотник украинский. Ну, чтобы вы понимали, это примерно 1200 километров от Украины. То есть уже почти до Урала долетают украинские беспилотники. Это говорит о том, что они становятся все более и более дальними. Кстати, я читал исследования, что, по-моему, англичане передали Украине технологии для производства беспилотников, которые могут лететь на 3000 километров. То есть это уже прямо достанет туда, в Сибирь. Но это уже совсем интересно. И, ну, посмотрим. Сейчас наращивается производство каждый месяц, все больше и больше. Посмотрим, к чему это все приведет. При всех трудностях на фронте, но, тем не менее, вот эти украинские разработки, они показываются. И, кстати, еще до войны, еще до 24 февраля 2022 года я смотрел видео про украинское оружие, и, ну, как бы не одно видео, а много этих видео, интересно мне было. У них были разработки снайперских винтовок, и можете найти, оно есть на ютубе. Да, это такая очень длинная дура, там она 3 метра имеет или даже больше, которые они стреляют на 3 километра по цели. То есть не просто она улетела, там пуля на 3 километра, а попадают в цель. Ну, кто понимает, что такое, вы понимаете, что это колоссальный результат. Да, я не говорю, что там в 5-копеечную монету, но в метровую мишень они попадают. То есть человека с 3 километров попасть можно. Так что вот так. Ну и давайте теперь немножко про еще хорошие новости, но уже из Европы. Так, одну секундочку, еще вопрос. Андрей, вы не считаете, что русофобия наиболее выгодна Кремлю, который через Роспропаганду дополнительно ее поддерживает? Вы знаете, сейчас вот этот вопрос, он становится уже таким, ну, очень непростым, потому что сейчас уже непонятно, где грань между как бы адекватной реакцией на поведение России и какой-то вот именно русофобией, как фобия, как какое-то болезненное состояние. Потому что сейчас, если человек не относится негативно к путинскому режиму и к тому, что творит Россия, ну, у меня уже возникают вопросы к психическому здоровью этого человека, что с ним не так в его жизни, как можно к ним не относиться негативно. То есть, как один украинский журналист мне говорил еще до войны, там про кого-то мы говорили, он говорит, а он что, не русофоб? Подозрительный он какой-то. Да, так вот, сейчас это такое. Аксенов, что с ним? Давно про него ничего не слышал, и, честно говоря, все равно, что с ним. Салут Андрей, до кувенти деспре танк. Танк что? Танк-сарай. Да-да-да. Сейчас появились несколько видео. Россияне используют такую тактику. Они, когда сейчас пытаются атаковать танковыми группами, на лидера группы одевают сверху сарай. Вот буквально. То есть просто как
дом из металла, одевают на него. Ну, это для чего делается? Есть же разные типы этих дронов камикадзе. Есть маленькие, которые он вот ударяя с целью, он взрывается и поражает. То есть, условно говоря, если он попадает в броню танка, он может нанести какие-то повреждения и может от этого сдетонировать внутри заряды. Вот он ударяется, он не пробивает броню танка, но от этой вибрации могут сдетонировать заряды внутри танка, боекомплект. А вот они одевают этот сарай, чтобы взрыв происходил как бы вовне. То есть, ну, если, конечно, по такому танку выстрелить из джавелина или каким-то кумулятивным снарядом, не поможет ничего. Но маленький дрон там не знаю, с маленьким фугасным зарядом, то да, сарай может от него помочь. И это, конечно, очень смешно выглядит, когда сарай мчится по полю, а за ним еще несколько танков. Тем не менее, это не сильно им помогает, потому что, во-первых, кстати, сараи наезжают на мины. Сейчас почти вся зона соприкосновения заминирована. А во-вторых, все танки не могут быть сараями, потому что тогда некому стрелять. У него дуло как бы зажато этим. То есть вот эта коробка, которая сверху, он не может маневрировать. То есть он может стрелять только вперед. Поэтому если все танки не так оденут, то атака на них сбоку и всем им хана. То есть, условно говоря, там просто человек с джавелином может стоять где-то сбоку и по одному их все перещелкать. И они даже не увидят его, потому что то есть у них нет обзора в бок. Поэтому они едут с одним таким танком, а остальные-то открыты. Так что вот так. Так, давайте еще один вопрос и едем дальше. Андрей, омаут la analiști militari din SUA și ei spun că acum Rusia se regrupează și de aici înainte va fi mai greu pentru ucraini. De ce nu există suport din SUA? По поводу помощи от США я вам сказал, что это, я думаю, на этой неделе решится вопрос. И, ну, я думаю, 80% что решится, 75%, по крайней мере, точно. А по поводу того, что будет тяжелее, да, будет тяжелее, об этом сейчас говорят не только американские эксперты, это говорят все эксперты, что вот впереди полгода, которые, наверное, будут самыми тяжелыми для Украины с начала войны, потому что Путин бросит все силы для того, чтобы захватить как можно больше территорий, и в какой-то момент, когда уже он надеется, весь мир сломается и скажет, да ладно, все, давай уже, хорошо, забирай то, что забрал, и поэтому надо как можно больше захватить, и они не будут считаться ни с чем. Сотни тысяч русских солдат положат, но захватит еще несколько городков небольших. Поэтому, да, это будет очень тяжелое время, это факт. И американская помощь, несмотря на то, что придет она, и она не как бы не сделает, что станет легче. Все равно будут идти тяжелые бои. Да, будет потом удобнее и контратаковать, и можно будет убить, условно говоря, не 100 тысяч, а 300 тысяч оккупантов, но защитникам будет все равно очень тяжело. Это надо очень четко себе понимать. А по поводу помощи, но уже от Европейского Союза. Глава Европейского совета Шарль Мишель сказал, что, обращаясь к журналистам, после первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе, что поставка вооружения Украине – это вопрос дней и недель, а не месяцев. Важно, чтобы мы выполнили наши обещания. И я могу вас заверить, что все заинтересованные игроки делают все возможное, чтобы ускорить, приложить больше усилий, чтобы за очень короткий период времени увеличить наши оборонные возможности в плане производства. Но это недостаточно. Мы должны делать больше. И мы также смотрим, если это возможно, использовать больше того, что находится на складах, особенно в сфере противовоздушной обороны. Это цитата по Интерфаксу Украина, то, что Шарль Мишель обращался к журналистам. Также, по его словам, все лидеры Евросоюза едины по вопросу поддержки Украины, понимая необходимость поставить больше оборудования, в том числе систем ПВО, и участие в конференции по украинской формуле мира в Швейцарии, которая скоро должна пройти, где будет рассматриваться, как сделать так, чтобы была принята формула Зеленского, которая, главный ее пункт – полное освобождение территории Украины. Россию, естественно, это не зовут, потому что о чем с ними говорить. Еще тоже оттуда из Европы хорошая новость. В парламентской ассамблее Совета Европы одобрили передачу российских активов на восстановление Украины. Незадолго до этого глава Минфина США Джанет Йеллен сообщила о разработке плана действий по российским активам. Среди рассматриваемых вариантов потратить средства на помощь Украине. Окончательный план будет представлен на саммите Большой Семерки, который пройдет в июне, то есть практически через 1,5 месяца.
И еще хорошая новость из Европы. Парламентская ассамблея Европы не признает легитимность Путина и обвиняет власти России в убийстве Навального. ПАСЕ выпустила резолюцию в связи с убийством Навального в колонии. Они говорят, что не признают легитимность Владимира Путина в качестве президента Российской Федерации и призывают Европейский Союз прекратить с ним все контакты, за исключением контактов с гуманитарными целями и целями, направленными на мир. Также в этом документе сказано, что власти РФ несут полную ответственность за убийство Алексея Навального, который подвергался пыткам, бесчеловечному обращению и унижению достоинства. Вот такая вот новость. Фактически сделан первый реальный шаг к тому, чтобы признать Путина нелегитимным диктатором, с которым никто не будет после этого встречаться из цивилизованных стран. Ну, в принципе, и сейчас с ним никто не особо встречается, кроме стран как бы не цивилизованного мира. Но вот ставится вопрос о том, чтобы как бы на публичном уровне заявить об этом, сказать, да, это нелегитимный диктатор, захвативший власть в своей стране, и его не признают. Я думаю, что к этому идет то, что так как будет на уровне властей всех стран это будет принято. Еще одна новость из Грузии. Там кипит обстановка. Во вторник грузинский парламент начал рассмотрение на пленарном заседании закона о прозрачности иностранного влияния. Ну, по сути, это, как утверждает грузинская оппозиция, повторение российского закона об иностранных агентах. Голосование по этому законопроекту в первом чтении прошло, и как депутаты заявили, в общем-то, что они готовы поддержать полное принятие этого закона. Весь процесс его обсуждения сопровождался массовыми протестами на улицах, то есть там прямо дошло до столкновениями с полициями, слезоточивый газ и прочее. В общем, все очень и очень серьезно. Были задержаны десятки людей, их обвинили там в разных правонарушениях. Но я к чему вам это все говорю? Потому что для нас вот в Молдове, Грузия, это очень важный пример того, как не должно быть у нас. Что я имею в виду? Дело в том, что в Грузии практически пророссийский парламент и проевропейский, прозападный президент. Вот у нас такая ситуация может сложиться, если Санду побеждает на президентских выборах, это весьма вероятный, самый вероятный сценарий, а в парламенте ПАС не набирает большинства, и это пока я не скажу, что это, скажем так, самый вероятный сценарий. То есть я думаю, что пока шансы, наверное, 50 на 50, что все-таки проевропейские силы будут контролировать парламент, может быть, даже больше 50%. Но такой вариант исключать нельзя. И тут надо понимать, что наши вот эти местные путинисты, им-то пофиг, что у нас такая будет ситуация, что страна практически окажется на грани гражданской войны, когда институт президента будет конфликтовать с институтом парламента. Но мы как бы не должны такого исключать. И, конечно, бороться с этим можно, да, можно с помощью гражданской активности, с помощью агитации за правильные идеи и с помощью, ну, если вы, допустим, сами не можете агитировать, можете нас продвигать, раскидывать наши видео своим друзьям, там, рекомендовать, подписываться, потому что мы на Ютубе, мы в Фейсбуке, мы в ТикТоке, мы в Телеграме, и мы на сайте ava.md, и мы в Инстаграме. Вот так. Нас много, и мы не в тельняшках. Поэтому давайте вот поддерживайте нас, чтобы мы вместе двигались дальше. Кстати, по поводу Грузии еще президент Грузии Саломе Зурбашвили заявила, что наложит вето на этот закон об инагентах. Вот как видите, у них парламент в одну степь, президент в другую. Это очень опасно, потому что ситуация взрывоопасная. Кстати, меня вообще удивляет, как грузины еще не снесли этот парламент, потому что, ну, грузины, в принципе, как народ, они достаточно настроены прозападно, и они хотят жить с цивилизацией, они не хотят жить с Россией в большинстве своем. И как это умудряется? Ну, понятно как, потому что там у них есть свои варианты на тему Шора, которые большими деньгами добиваются нужных России результатов. И, к сожалению, нас хотят, чтобы мы повторили такой же самый сценарий. А вот из Карабаха новости более положительные. Из Карабаха Россия официально начала выводить свои войска. Это подтверждено даже этим Песковым, спикером Путина. И фактически все, Азербайджан восстанавливает контроль над своей суверенной территорией. Вот посмотрите, как уходят российские войска.
То, что происходит в Азербайджане, это важный пример того, что сами они никогда не уходят. Только когда их выдавливают. Как там выдавили? Там больше нет конфликтующих сторон, нету темы Карабаха. Все, Армения была оттуда выдавлена, и, соответственно, русские оказались просто внутри Азербайджана. Им сказали, а что вы тут сидите? Идите домой. И вот они ушли. И у нас такая же должна быть ситуация, то есть оба берега Молдовы объединяются и спрашивают русскую армию, а что вы тут делаете, ребята? У нас вообще по закону нельзя иностранные армии на нашей территории. Не пора ли вам домой? Бери шинель, иди домой. Так что вот хочется надеяться, что когда-то такое будет и у нас. Ну, а тем временем Китай... Да, давайте тут, что набегают вопросы. По протесты в Грузии спрашивают, я уже сказал. Лучший YouTube-канал в Молдове на русском языке. Желаю вам удачи. Спасибо вам огромное, Роман. Да, а вы нам помогайте, рассылайте это видео везде. И кто может донатить, донатьте, потому что как раз нам это очень нужно. Андрей, как голосовала Молдова в ПАСЕ? Ну, смотря по какому вопросу, я же не знаю, о чем вы спрашиваете. Да и, если честно, я последние голосования не видел. Ну, как бы в основном правильно голосуют, хотя там есть депутаты от пророссийской оппозиции, которые чудят вот прямо от души. Андрей, в русле вашей науки не считаете, что тупость Роспропаганды обусловлена проводимой более 20 лет всеобщей дебилизацией через русскоязычные СМИ Кремля и воображаемая в РФ монополия на русский язык? Смотрите, если я вас правильно понял, во-первых, я не считаю русскую пропаганду тупой. Вернее, как, смотрите, она как бы внутри у себя, она продумана гениально. Она выглядит тупо со стороны, потому что как бы, ну, ее суть одебилить население, потому что чем более противоестественные какие-то вещи вы впихиваете человеку в голову, тем нужно сначала его одебилить и потом в дебильном виде подать ему то, что вы хотите впихнуть. Но как бы на глубоком уровне там продумано все просто гениально. Это, наверное, единственное, в чем Россия научилась нормально работать. По всем другим параметрам мы с вами это 100 раз говорили. И оружие, как выяснилось, они нормально не производят. И про электронику я вообще не говорю. Это позор их еще со времен Советского Союза. И открытий у них никаких особых уже давным-давно нет. Со времен, там, наверное, 60-х, 70-х годов. Но вот в пропаганде они реально достигли колоссальных успехов. Поэтому эта пропаганда работает, и надо относиться к ней очень серьезно. Что с Саакашвили? Никаких свежих новостей нету. Андрей, добрый вечер. Вы смотрели выпуск редакции про ПМР? Да, смотрел. Честно говоря, очень удивлен подбором спикеров. Я этих спикеров не считаю тех, кому надо было давать слово. Почти всех из них, там, ну, за редким исключением. Опять-таки персонаж этот Соловьев, который, ну, тезка того Соловьева, ну, наш молдавский Соловьев, который переехал жить в Москву, вот он приезжал, он почему-то делал этот репортаж, к нему тоже очень много вопросов вообще, он на чьей стороне вообще-то. И, кстати, я когда ехал как-то по центру, как раз это было, наверное, в марте или даже в феврале, вот когда они снимали это, потому что видно, что еще холодно, все в теплых куртках, я видел этого Соловьева, он там прогуливался по центру на маленькой улочке, не прямо в центре с Марком Ткачуком, они шли, беседовали, наверное, обдумывали, как сделать правильно этот репортаж, поэтому, ну, честно, в этом канале я разочаровался не из-за этого, еще раньше, давно, поэтому я их перестал смотреть, хотя, в принципе, они делают, вот как российская пропаганда, они делают какие-то глубокие вещи, но вещи, которые мне не нравятся, поэтому я их перестал смотреть давно. Да, по поводу Китая. Не только Эрдоган умеет втыкать ятаганы в спину Путину, вот китайские братья тоже воткнули свой нефритовый стержень, ну ладно, пусть будет в спину. 4 крупнейших банка Китая перестали принимать юани из РФ. Что эта новость означает? Дело в том, что как Индия покупала у России нефть, расплачиваясь своими рупиями, с которой сейчас Россия сидит и не знает, что с ними делать, потому что у Индии нечего купить на эти громадные суммы. Китай тоже сказал, да, давайте юань, мировая валюта новая, вытесним доллар. И начал покупать у России там много чего за юани. У российских банков скопилось много юаней. Они хотят что-то покупать в Китае. У китайцев есть что купить, там много электроники, машин, там, ну и чего угодно. Даже оружие, может быть, какого-то, ну или технологии для оружия, скажем так. Бах! Крупные банки китайские начинают отказываться работать со своей же валютой,
из России. Это вообще это нонсенс. Но, тем не менее, это, да, это вот сейчас происходит. Не знаю, чем это закончится. Ну, видимо, или это страх перед США, потому что... Или это результаты. Вот сейчас китайцы встречались и с европейскими представителями, и у них постоянно переговоры там идут с американскими посредниками. Поэтому кто его знает, что это значит. Может быть, они решили слить Россию. Это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой, но будем, как говорится, наблюдать. Да, я повторяю, что они не сильно-то и помогали России, но, по крайней мере, сотрудничали в чем-то. Но вот такой звоночек для России очень-очень тревожный. Ну и сейчас я вам хочу показать, знаете, напоследок прямо вишенку на торте. Новые откровения с российских каналов. Вы знаете, что, Путин нам рассказал, что Ленин придумал украинцев. А кто же придумал румын? Вы знаете, нет? Вот сейчас я вам покажу репортаж российского канала, где они объясняют, что румынов, как отдельную нацию, их создали фашисты, эксперимент проводили, и вот создали в Транснистрии. Давайте посмотрим. На Украине был эксперимент по созданию отдельной нации. Не украинской, подчеркну, румынской. В 1941-1943 годах в Транснистрии, это вот территория над Одесской областью, не над Одесской областью, прошу прощения, территория Одесской области, вот там вот... кусочек там, который да, идет. Так. Там румыны сами составили документы все, там нет румын и нет бессарабцев, вообще, там 2%. Соответственно, была поставлена задача, причем задача была поставлена официально, чтобы в течение 20-30 лет эту территорию превратить в румынскую. И результат какой? Не успели. 2 года. Не успели. 2 года. Провалился... Они этой фигней занимались вместо того, чтобы готовиться к войне, и их наши долбанули под Сталинградом. Мы правильно сделали. То есть люди живут просто в какой-то шизоидной реальности, где вот, в принципе, этот тренд задал Путин. Понимаете, когда президент страны, отвечая на какие-то серьезные политические вызовы, начинает что-то рассказывать, там, а вот там 1500 лет назад там это племя напало на то племя. Вся эта его аудитория подыгрывает ему. И, конечно, да, у них в этих ток-шоу, я смотрю, знаете, уровень все, как бы они уходят совсем уже на уровень каких-то фриков, сумасшедших, которые мы, кстати, завтра будем говорить, у нас тоже сейчас выкопали такого Юрия Рожка, которого мы уже начали забывать, который там, там все очень жестко, там прямо, завтра мы об этом поговорим, скоро нас инопланетяне захватят, я так чувствую, если мы ему поверим. Так, еще у нас есть новости, но сначала, подождите, мы должны, да, есть еще время, сейчас про Россию у меня есть еще новость, но сначала давайте еще парочку вопросов. Новость про лошадь и Сербию обсуждали, вонь стояла аналоговнетная. Честно говоря, даже не понимаю, о чем вы говорите. Напишите, интересно. Андрей, скажите, пожалуйста, геополитика сколько раз будет выходить в неделю? Смотрите, у нас со следующей недели, я планирую так, надеюсь, что все получится, понедельник выходит геополитика. И это будет как бы итог за неделю. Будем собирать вот все за неделю и подробно в понедельник разбирать, если надо, 1,5 часа, 2 часа, прямо вот все подробно. Вторник, программа «Выборы». Среда пропускаю, потому что в среду будет выходить программа моей коллеги. Увидите, когда это начнется. В четверг будет моя новая программа интервью. И в пятницу будет опять программа «Выборы». То есть у нас получается 2 программы аналитические про ситуацию в Молдове, 1 программа интервью. То есть я буду стараться брать, это будет в основном из Молдовы, только у политиков, которые там на что-то в этой стране претендуют. И 1 раз геополитика. Потому что даже смотрю по просмотрам, то есть разница, условно говоря, если геополитика в первые сутки набирает там, 3000 просмотров, то в программе «Выборы» набирает 8, 9, 10 тысяч. Я вижу, что интерес к местной тематике у нас больше, поэтому, но я не отказываюсь от геополитики, я понимаю, что есть и те, кто ради этого нас смотрит, поэтому для вас она будет продолжаться. Так, дальше. В России школьные программы стали изымать книги, в которых говорится про сталинские репрессии. Власти распорядились изъять из школьной программы книги о репрессиях времен Сталина, а также произведения, которые содержат критику СССР. Из списка рекомендованной литературы для учеников 10-11 классов
американцев пропало несколько знаменитых книг, которые до перестройки были запрещены советской цензурой. Например, запретили Шаламова «Колымские рассказы», и, в общем-то, это уже очень такой тревожный звоночек. Но вместо исключенных книг в список рекомендуемой литературы добавили «Гибель империи. Российский урок» митрополита Тихона Шевкунова, который считается духовником президента России Владимира Путина. Вот так. И напоследок еще, друзья, у нас такая ситуация, на нас в суд хотят подать. Господин Асталеп обиделся, что его упомянули, что он кандидат на пост президента, согласно там какому-то прошоровскому опросу. Дело в том, что это уже не первая его попытка, он хотел еще раньше на другого моего коллегу подать. Тогда мы как бы совещались, я тогда говорил, что, ребята, не проблема, давайте будем судиться. Ну, тогда так вот захотел человек, что он не хотел судиться. На этот раз я думаю, что все-таки мы будем судиться с удовольствием. Кстати, Асталеп написал, что он и в полицию пошел, заявление написал. Как это же, это же понятно, нарушение уголовного кодекса. Как можно Асталепа назвать кандидатом на пост президента? Ни в коем случае. Есть такая статья в УК, наверное, что не прямо написано. Пункт А. Упоминание Асталепа как кандидата на пост президента. Пункт Б. Упоминание групповое. Пункт С. По сговору лиц. Ну и как обычно там в Уголовном кодексе, наверное, есть. Ну, раз он подал в полицию, и он же как бы адекватный человек, он раз подает в полицию, значит, на нарушение какое-то. Да, так вот, если он хочет судиться, будем судиться с большим удовольствием, будем вместе формировать наше гражданское общество, в котором будет понятно, что можно, что нельзя, как бы внесем свой вклад. Параллельно будем для вас подробно освещать эту ситуацию, разбирать ее в каждой передаче, по мере развития процесса. Может быть, соберем пресс-конференцию. То есть это же интересно. Я считаю, что такие вещи нужно продвигать в информационном пространстве, поэтому с огромным удовольствием. Как говорится, welcome, ждем, когда нам как бы объяснят, когда и где мы будем судиться. Он нам рекомендует адвоката искать. Конечно, найдем адвоката дорогого, и потом будет оплачивать его тот, кто проиграет. Я даже предполагаю, кто это будет. Так что вот так. Да, все. На этом мы завершаем сегодня наш выпуск. Мы почти час в эфире, и завтра, как я обещал, будет программа «Выборы», а на следующей неделе начнется новая эра в нашем телевидении. Все, всем спасибо, что были с нами, всего вам доброго, пока.